Всем привет-привет, мои дорогие любимые! Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Кто со мной не знаком, меня зовут Марина. И сегодня хочу сделать для вас расклад на очень важную тему. На тему поиска вашего предназначения. Я уверена, что очень многих людей волнует этот вопрос. Давайте сегодня сделаем этот расклад на колоде «Золотое Таро». Хочу вас поблагодарить, мои драгоценные, за ваши лайки, за ваши теплые комментарии, за подписки. Отдельная благодарность огромная всем, кто присылает мне донаты, моим спонсорам низкий поклон. Благодарю вас за все способы поддержки моей работы. Надеюсь, этот расклад будет для вас полезен. Итак, давайте сначала посмотрим дно колоды. Это будет как фон всего расклада. Вы человек очень любознательный, вы человек, который любит чему-то новому обучаться и прогрессивно мыслящий. Более того, по пажу это паж жезлов, замечательный прекрасный аркан, который о том, что вы находитесь, скорее всего, на пути к своему предназначению. То есть вы находитесь в поиске. Для большинства из тех, кто смотрит сегодняшний расклад, вы, возможно, еще не полностью осознали, в чем ваше предназначение. Или же вы находитесь в активном поиске, у вас уже есть некие наметочки, вы уже что-то, возможно, для себя поняли, что-то понимаете гораздо глубже, чем это было раньше, несколько лет назад или в юности, в зависимости от того, сколько вам лет. Неважно, свое предназначение можно найти в юном совсем возрасте, а можно в преклонном. Самое главное, это, конечно, это сделать. Так вот, вы находитесь в поиске, и вы очень человек масштабно мыслящий, легко достаточно обучаемый и интересующийся жизнью вообще. Ну и, соответственно, вас живо интересует вопрос поиска своего предназначения. Ну что, давайте переходить к тому, как вас покажут еще, в каких энергиях вы находитесь сейчас. Вы очень эмоциональный человек. Порой, дорогие мои, расстраиваетесь даже по пустякам. Бывают такие ситуации в жизни, когда у вас опускаются руки при первых трудностях в достижении какой-либо цели, или же не обязательно при первых, а вообще, когда вы устаете что-то делать, чего-то добиваться, поставили себе цель, допустим, пошли к ней, вот идете упорно, а вам все палки в колеса судьба, как вам кажется, вставляет, у вас не получается что-то, и вы разочаровываетесь. Так бывает с вами. Вот сейчас вас показывают человеком, который, в общем-то, много чего хотел бы, масштабно мыслящий, интересный человек во всех отношениях. Масштабно мыслящий, не зря я говорю, это очень важно здесь. Прям, знаете, как красная линия будет идти через весь расклад. Потому что паж перед пажом, которого мы увидели на дне колоды, перед ним открыт весь мир. Все возможности есть для него добиться своего, добиться желаемого, в том числе и найти свое предназначение. Но вот это вот состояние разочарования и неверы в себя, и опускание крылышек, оно, конечно, может вам мешать, в том числе и в поиске вашего предназначения. Очень многие из вас могут думать о том, что да, возможно, у меня и нет никакого высокого предназначения, особого предназначения. Буду плыть по течению, жить как все, хотя это вообще не вы говорите. Это говорит ваш мозг, который тормозит всегда нас в нашем прогрессе. Для мозга важно, чтобы мы находились в комфортных условиях. Он ленивый очень, наш мозг, и он ищет зону комфорта по жизни вообще. Поэтому он вам и обрезает хорошенечко ваши крылья. Вот вас показали таким человеком, что да, хочется многого, хочется развития, хочется реально найти свое предназначение, хочется быть полезным миру, хочется быть финансово независимым. Но есть моментик неверы в себя. Разочарование, может быть, легко как-то вы разочаровываетесь, легко опускаете руки. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Очень многие из вас, возможно, разуверились уже в том, что возможно найти свое предназначение. Многое вас расстраивает, разочаровывает. Знаете, как говорят пессимист и оптимист, да? Оптимист скажет, что стакан наполовину наполнен, а пессимист скажет, что он наполовину пуст. Вот здесь вас больше показывают, все-таки больше у вас такая склонность в пессимистичную сторону оценивать ситуации. Несмотря на то, что, опять-таки, повторяюсь, это не вы.
Вы настоящий, вот вы здесь, вы паш, вы открыты миру, вы открыты возможностям, вы любознательны, вы интересующийся человек. Но вот такой моментик важный есть. Нам его продемонстрировали. Есть ли вообще ваше предназначение? Есть ли оно? Конечно, есть. Конечно. И оно может быть настолько, вы даже представить себе не можете, да, насколько это занятие, это, потому что, ну что такое предназначение? Предназначение – это ваша миссия в жизни, да, и то занятие, которым вы будете, посредством которого вы будете развиваться сами, раскрывать свои все внутренние возможности, свой потенциал и, безусловно, помогать окружающему миру, людям, приносить большую пользу людям, этому миру. И, соответственно, через эти все энергии вы будете получать благословение, благодарность от Вселенной в виде разнообразных даров. Как ваше удовлетворение эмоционального, так и финансовое удовлетворение, удовлетворенность. Так вот, если предназначение у вас, конечно, есть. У каждого из вас есть свое предназначение. И для того, чтобы в нем раскрыться, вам нужно мыслить еще более масштабно, чем это делает паж жезлов, которого мы увидели на дне колоды. Расширьте рамки своего сознания и поверьте в себя, и поверьте, что вы способны найти как предназначение свое, так и вообще поверьте в то, что ваша жизнь может коренным образом измениться в лучшую сторону, в сторону вашего развития. То есть возможностей огромное количество перед вами открыто, и предназначение однозначно существует у каждого, кто смотрит этот ролик сейчас, кто смотрит это видео, кто смотрит этот расклад. Правильным ли вы путем следуете сейчас в поиске своего предназначения? Многие из вас предназначение найти хотят, но, к сожалению, большое количество сегодняшних зрителей, я вам уже сказала, или разочарованы, или не верят, или просто складывают крылышки в самый неподходящий момент. Не забывайте, что самое обидное, когда копатель, искатель клада, есть такая замечательная картинка в интернете, можете посмотреть, ее легко очень найти. Когда два кладоискателя вместе роют землю, прорывают такой подземный ход, лаз, и один из этих кладоискателей останавливается буквально в полуметре от сокровища, от клада. Вся эта картинка такая, как в разрезе земная толща, и там два этих человека, как червячка, копаются. А второй человек напористо, уверенно, несмотря на все сложности и трудности, доходит до самого конца этого туннеля, доходит до своего сокровища. А вот этот товарищ развернулся и ушел в полушаге от своей удачи. Вот чтобы с вами так не случалось, примите те рекомендации, которые вы сейчас видите от высших сил. Вам об этом рассказывают сейчас не зря. Примите это к сведению, это очень важно для вас. Безусловно, предназначение у вас есть, это однозначно. Правильным ли вы путем сейчас следуете? В том направлении вы идете или, возможно, нет? Вы очень умны, вы очень интеллектуально развиты, и вы закалены жизнью. И вот этот жизненный опыт, он дает вам, конечно, очень большие преимущества перед другими людьми. Вы можете быть мудрее, вы можете быть более хладнокровными, уметь собраться, уметь в правильный момент как-то вот не на эмоции полагаться, в нужный момент, вернее, не на эмоции полагаться, а на верное хладнокровное рассуждение. Но это может быть как вашим плюсом, так и вашим минусом. Вот как раз королева мечей, она и может приводить в итоге вас, с энергией королевы мечей, могут приводить вас в итоге к тому, что вы можете отказываться от шанса того или другого. Здесь вот такой моментик важный. Поэтому сказать, идете ли вы правильным путем, сейчас посмотрим, идете ли вы правильным путем. Ну, в общем, можно сказать, вы двигаетесь. Вы двигаетесь в направлении поиска своего предназначения, безусловно, потому что у вас есть очень большое желание. У вас здесь есть и страсть, и достаточно хладнокровия, достаточно трезвости ума для того, чтобы правильно понимать ситуации в жизни и правильно, в общем-то, даже выбирать направление. Здесь очень многие из вас много думают о своем предназначении, перебирают разные варианты и ищут. Здесь идет поиск.
Для большинства из вас вы вряд ли определились полностью сейчас, в чем именно ваше предназначение. Может быть, даже нет конкретных у вас, конкретного образа определенного какого-то, в чем ваше предназначение. Но вы находитесь в активном поиске. Вот обязательно примите к сведению то, что если вы находитесь в поиске, этот поиск прекращать не нужно. Вы можете слишком страстно браться за какую-то идею или за какое-то дело, в том числе и поиск предназначения, а потом разочаровываться, уходить в себя. Вот этого не должно быть. То есть если у вас поиск, то поиск должен быть ровным, так скажем. Конечно, когда страсть вас захватывает и у вас возникает большое желание что-то найти, в чем-то определиться, что-то сделать, чего-то достичь, это замечательно, но следите за тем, чтобы не было эмоциональных перепадов. Если вы это чувствуете, то вспомните этот расклад, который вы сегодня смотрите, и вам это обязательно поможет. Приведет ли тот путь, по которому вы сейчас идете, к вашей истинной миссии, к вашему истинному предназначению, к вашей истинной цели? Да, приведет. В нужный кармически, не просто важный, а правильный момент. Вам здесь знаете как? О чем речь идет? Что бы вы ни делали, как бы вы не старались это найти, вот то, что вы ищете, найти как можно быстрее. Это свершится в тот момент, когда высшие силы посчитают нужным. Здесь некая даже есть фатальность в сегодняшнем раскладе, мне ее четко и ясно показывают. Предназначение есть абсолютно у всех. И получается, что какие бы вы действия ни совершали по поиску предназначения, вы его обязательно найдете. Но найдете его в нужный момент. Тогда, когда это посчитают нужным высшие силы. А еще, когда вы наберетесь достаточно опыта, когда вы наберетесь достаточно мудрости, когда вы научитесь посредством своего опыта и мудрости своей жизненной по-настоящему любить людей, окружающий мир, в первую очередь себя, конечно. Когда вот этот весь бесценный опыт вас, как в драгоценном сосуде, вас наполнит этот опыт, вот тогда и свершится то самое. Вселенная вам подарит понимание вашего предназначения. Потому что получается так, что пока вы этого опыта не наберетесь, пока вы не набьете шишек, пока вы не сделаете миллион разных ошибок, пока вы 150 миллионов раз не разочаруетесь, не опустите руки, скорее всего, перед вами это сокровище не откроется. Оно откроется тогда, когда вы станете по-настоящему сосудом, наполненным бесценными энергиями, мудрости, любви, понимания. Когда вы станете по-настоящему мудрым человеком. И этот опыт весь, он приведет вас как раз к тому, что вы сможете не просто открыть свое предназначение, это наполненность вашего бесценного, драгоценного сосуда вашего духа. Когда вы этого состояния достигнете, предназначение ваше откроется само собой перед вами. Ух, какой сегодня расклад выходит. Не зря я сказала фатальный, да, в вашей жизни на самом деле много. Особенно в том, что касается предназначения. Здесь высшие силы, можно сказать, рулили и будут это продолжать делать, они вас ведут в правильном направлении. То есть ваши ошибки, ваши разочарования, ваши набитые шишки – это все ваш бесценный опыт. Примите его и знайте, что это очень важные вехи на пути к раскрытию своей миссии. Какие качества вам следует развивать в себе, чтобы как можно быстрее раскрыть в себе предназначение? Вы сильнейший человек, у вас огненная, великолепнейшая, сильнейшая харизма и очень много энергии. Энергии, в общем понимании этого слова, здесь нельзя сказать какого-то одного вида энергии. Вы наполнены разнообразными энергиями, и в ваших руках, по сути, все стихии. Посмотрите на этот аркан, это аркан Маг. Какие способности, качества вам следует развивать в себе? Свои энергии вам нужно развивать, свои способности. Те, которые вы ярко чувствуете и ощущаете. Очень часто по аркану Маг здесь может быть так, что, возможно, некая специальность, какая-то профессия, которая вас захватывает полностью, может стать действительно вашим предназначением. И как показатель того, что это действительно ваше предназначение, будет очень яркий, очень быстрый рост в этой профессии. Я не хочу сказать именно карьерный, хотя и карьерный в том числе. Даже если вы займетесь своим каким-то бизнесом,
своим делом, и о карьерном росте здесь сложно будет говорить, потому что вы будете сам себе хозяин. Но вы очень бурно, очень резко пойдете в рост. И вы станете суперпрофессионалом в том, чем вы занимаетесь, очень быстро. Вот это будет свидетельствовать о том, что вы не просто на правильном пути, а вполне возможно, это и есть ваше предназначение. У очень многих из вас настолько много энергии, что вам нужно учиться работать со своими энергиями, правильно с ними обращаться. У вас есть однозначно склонность к психологии, к эзотерике, в том числе, не зря смотрите расклады Таро. Вы можете быть прекрасным учителем, вы можете быть великолепным юристом, вы можете быть эзотериком, вы можете быть целителем, и целитель это в широком смысле слова. Можете исцелять как тело, так и душу человека. Возможно, вы умеете снимать боли, вообще лечить руками, потому что в ваших руках сосредоточен огромный поток разных энергий, очень целительных, сильных. Нужно просто научиться со своими энергиями работать. Какие качества развивать в себе? Уверенность в себе, в первую очередь. Развивать в себе способность работать со своими энергиями и направлять их в нужное русло. И, конечно же, просто понимать, что у вас все возможности в ваших руках. Вы маг. Мало того, что у нас здесь вышло вот такой вот аркан вышел замечательный, двойка жезлов, перед вами открыт весь мир. Не ставьте себя сами в какие-то рамки ограничения. Вы сами можете себя ограничивать чем-то. Возможно, слишком много свой мозг слушаете, который вас останавливает и оставляет в зоне комфорта и не дает вам двигаться вперед. Рамки ограничения только в вашей голове, в вашем мозгу. Все остальное, если убрать вот эти рамки ограничения, нет никаких преград ни в чем для вас. Настолько вы сильный человек. Маг, сильнее просто не могло даже аркана выйти. И посмотрите, все старшие арканы у нас пошли. Настолько история с вашим предназначением очень сильная и мощная. Когда вы найдете предназначение, вы поймете, что это оно и есть, потому что вас, грубо говоря, попрет во всех отношениях, у вас пойдет рост профессиональный, у вас пойдет финансовые откроются потоки, то есть вы очень быстро, не в разы, а в десятки, в сотни раз повыситесь в уровне своего финансового благосостояния, потому что все взаимосвязано. И самое главное, у вас будет огромная удовлетворенность тем, что вы делаете, чем вы занимаетесь. Над какими качествами вам нужно поработать в том плане, чтобы их все-таки или утихомирить, или устранить, для того, чтобы как можно быстрее достигнуть своего предназначения, найти его, открыть. Вы любящий, очень открытый человек, но порой вы слишком эмпатичны. То есть уровень вашей эмпатии, сочувствия, сопереживания, он может зашкаливать. Это замечательно, когда человек эмоциональный, любящий, когда он, если кого-то любит, то отдается ему полностью со всей душой. Да? Но все-таки человек, который находит свое высокое предназначение, настоящее, такое истинное, он, конечно, приносит огромное количество пользы окружающим людям, но если он будет растворяться в каждом человеке и вот так уж прям сильно сопереживать боль каждого человека, то, конечно, сами понимаете, энергии на все это не хватит. Вот вам говорят, что надо поработать над тем, чтобы ваш уровень эмпатии, который у вас порой зашкаливает, немножко снизить, давайте так скажем. Это не значит, что не надо любить, что не надо сопереживать, что не надо эмоционально входить в связь с людьми. Нужно, но чтобы не было зашкала, чтобы не было слишком, потому что это будет приводить к огромной потере вашей энергии. И более того, это может мешать вам даже на пути поиска вашего предназначения. Это тоже может быть препятствием. Вот над этим надо поработать. Давайте теперь спросим, возможно, есть кто-то или что-то, кто может вам помочь найти свое предназначение. Есть ли кто-то или что-то? Вам покажут это или нет? Вы сами настолько сильны, вы сами настолько яркая, настолько энергичная, настолько умная, настолько уже мудрая женщина или мужчина, неважно, что вам, в принципе, никакой чужой помощи здесь посторонней не нужно. Да, для многих из вас может быть так, что через какую-то женщину вы можете, она может быть проводником, возможно, для вас.
в поиске вашего предназначения. Или же, возможно, вам самим надо развивать в себе более такие качества человека напористого, уверенного, больше амбиций, чтобы у вас было. Это неплохо вовсе, когда здоровые амбиции, целеустремленность. Вот. Но вообще у вас достаточно много мудрости, достаточно много силы духа для того, чтобы справиться с этим самим. Не могу сказать, что кто-то или что-то вам может помочь, но здесь прям большой очень идет упор на то, что вам очень хорошо бы заняться хотя бы на минимальном уровне, но все-таки психологией, для того, чтобы вы лучше понимали людей и их мотивацию в тех или иных поступках, и, соответственно, будете лучше понимать себя. Давайте теперь спросим, что лично вам даст факт открытия своего предназначения. Что именно вам даст факт открытия вашего предназначения? Раскрытие абсолютно всех ваших способностей и ваших возможностей. Я бы сказала, вы почувствуете себя на троне самой уважаемой и самой почитаемой женщины или мужчины в мире, потому что это императрица. Все ваши... И не зря это будет, это не гордость, это не гордыня, вы просто будете заслуживать всеобщее уважение. Потому что то дело, которым вы будете заниматься, или же те энергии, которые, соответственно, своему предназначению вы будете людям дарить, они вознесут вас на самое высокое место в иерархии Таро, да и вообще в социальной иерархии нашей земной. Императрица – это венец творения. Мало того, что вы раскроете все свои возможности, все свои способности, вы полюбите, сможете действительно по-настоящему понять, принять и полюбить себя, но это вы сделаете гораздо раньше, чем найдете предназначение, но это тоже очень важно. Самое главное, вы водрузите сами себя, вас Вселенная водрузит на этот трон, самый высокий, какой только можно себе представить. Выше императрицы на земле на нашей грешной никого нет. Что вам это даст? Это даст вам удовлетворение по всем сферам вашей жизни. В первую очередь, это, конечно же, ощущение себя нужной людям. Это семейное счастье, это личное счастье. Это финансовое благополучие, причем это не такое благополучие, что вы заработали себе на хлебушек и отложили на конфетки, а вы вообще не будете думать о том, что у вас завтра есть деньги или нет, будет ли у вас на что покушать, что купить и поехать отдохнуть. Вот понимаете, здесь вот такие вещи, то есть всего и много. Все благословения Вселенной, как из рога изобилия, на вас польются. Но это так и бывает обычно с теми людьми, которые находят свое предназначение. Императрица, лучше даже не скажешь. Вы расцветете по-настоящему. Вы найдете себя. Еще тоже очень-очень важно. И давайте еще один задам вопрос. Учитывая все то, что мы сейчас услышали в этом раскладе, как далеко вы находитесь от раскрытия своего предназначения? Или вы уже совсем близко? Да, мне, знаете, как еще говорят, что когда вы найдете свое предназначение, у вас здесь все складывается как пазлик к пазлику. Здесь идет еще и обретение личного счастья. Здесь речь о том, что вы посредством того, что вы нашли свое предназначение, для вас открываются не только двери в финансовое благополучие и эмоциональное удовлетворение. Здесь еще и в вашей жизни появляется мужчина, человек, с которым вы по-настоящему можете быть счастливы. Тот человек, с которым вы раскроетесь полностью эмоционально, которому вы сможете доверять, это человек, подаренный вам судьбой. Человек от Бога вам подарок, от Вселенной вам подарок. Далеко ли вы находитесь или близко? Большинство из вас находятся очень близко, или же к уже самому факту открытия своего предназначения, или же у правильного пути. Прямо рядышком вы находитесь с этим. Это как был комментарий, да, что тут еще и обретение отношений гармоничных, потому что это тоже очень важно. Наконец-то
в вашу жизнь приходит человек, с которым вы можете быть по-настоящему гармонично счастливы. Никаких претензий, никаких глупостей, никаких обид, никаких ревностей, никаких подозрений, никакого абьюза ни в коем случае. Это вот гармоничное, светлое, прекрасное счастье. Это просто как комментарий идет. Но вы находитесь очень рядом. Но случится это действительно в правильный кармический момент. Я уже вам сказала, какой, когда вы будете наполнены верными энергиями. И тогда у меня еще остается вопрос, что вам хотят высшие силы по этому поводу сказать сейчас? В этот день, прекрасный, замечательный, великолепный, прощенное воскресенье, я вас не поздравила в самом начале расклада, но хочу сейчас вас поздравить с этим праздником и призвать вас прощать, не помнить зла, не помнить обид, думать только позитивно, видеть в людях, ситуациях и в окружающем мире только свет, добро и тепло. Понимаю, что очень разные ситуации бывают, и жизнь наша, она неровная дорога, чаще всего это кочки, еще какие кочки. Но надо настраивать себя всегда на позитив и стараться все отрицательные энергии убирать. Только у вас возникла негативная мысль, убирайте ее из головы, и на место этой негативной мысли ставьте самую позитивную, светлую, красивую, милую, прекрасную, вас радующую. Читайте только то, что вас радует. Смотрите по телевизору или в интернете только то, что наполняет вас светом, теплом, добром. Не нужно окунаться в агрессивные, отрицательные энергии. Не нужно злословить, убрать злословие из своей жизни вообще полностью. Не нужно завидовать, не нужно ревновать. Вот все то, о чем я вам сейчас сказала, все это убирайте из своей жизни. Вы это можете сделать. Можете, потому что вы чистый, прекрасный, добрый, хороший, открытый человек. Вы сможете это сделать. И это будет как огромное прекрасное подспорье на вашем пути к вашему предназначению. В поиске вашего предназначения это имеет очень большую роль. Научиться работать с энергиями — это да, но научиться еще убирать негатив и наполнять свою жизнь позитивом. Помните, что вы, каждый из нас, это сосуд. Изначально полый сосуд. Чем вы его наполните, вот это и будет ваш мир, ваша вселенная. Наполните это негативом или наполните позитивом. Будет у вас весь этот сосуд черный, грязный, или этот сосуд будет красивый, яркий, переливающийся разными красками, радующими глаз. Зависит только от вас. Благодарю вас, мои дорогие, за то, что были сегодня со мной. Надеюсь, этот расклад принес вам определенную пользу. Вы получили для себя полезную информацию. Желаю всем счастья, любви, добра. Желаю всем найти свое предназначение, ощутить невероятный вкус счастья от того, что вы это предназначение нашли и в себе открыли. Буду вам благодарна за лайк, за теплый комментарий под моим видео. Желаю всем счастья, любви, добра, как всегда, гармонии, вдохновения и, конечно же, защиты и покровительства высших сил. Всех обнимаю. Пока. До следующего расклада.